Здравствуйте, друзья! После небольшого перерыва с вами снова беседа на канале Пардес. И прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, напомню вам подписываться на канал, ставить лайки, делиться, ну и, конечно же, комментировать. А сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, звезда улицы Флорентин, центра стрит-арта Тель-Авива Рубен Карапетян. Здравствуй, Рубен. Здравствуй, здравствуй. Спасибо, во-первых, что пригласил меня. Вот, и будем интересную беседу вести сегодня. Да, у нас так накопилось немало вопросов. Ну, начнем. Скажи, пожалуйста, Рубян, расскажи немного про истоки стрит-арта. Ну, по большому, если мы так возьмем, стрит-арт надо идти еще назад, как говорится, еще больше назад, в граффити, классические граффити. Вот, насколько я знаю, ну, смотри, если мы так еще дальше идем, то в большому граффити мы идем во времена, когда иероглифы на стенках писали. Это то же самое стрит-арт был. Вот, и через какие-то знаки люди раньше объясняли один другому, например, если пойти на охоту, или, я не знаю, там какие-то исторические фрагменты, это все можно увидеть и в Египте, это можно увидеть и еще дальше идти назад. А если мы уже идем более модернизированные времена, то давай, наверное, пойдем уже в Америку. Классические граффити, это у нас получается буквы, райтеры, как их называют, которые делились на какие-то районы, и каждый район через какие-то буквы, какие-то знаки обозначал свой район, и тогда, и этим он, как бы говорится, надо было расширять свои зоны своего, где этот райтер находился. Потихоньку, значит, к этому всему присоединились уже, как говорится, уличное искусство, где только был не только граффити, а были уже рисунки, где можно было рисовать трафаретами, можно было рисовать, как говорится, фристайл. А тут уже пошли инсталляции, как говорится, 3D-объекты. Ну и сегодня у нас уже как бы по большому нету, как бы нету границы, каждый делает то, что он хочет, как он хочет. Но по большому уличное искусство, граффити, оно везде, и оно все время развивается, и с новыми нашими технологиями очень будет интересно узнать вообще, в какие русла он пойдет, потому что, например, я вижу такие видео, где, значит, дают какие-то маски, значит, 3D маски, и человек, сидя дома или в каком-то помещении, что это вообще не улица, у него есть типа как баллончик, и он рисует, или она на стенках, что вообще это уже не уличное искусство, потому что я это могу делать с дома. Ну, это так, кратко, в пару Понятно, слов. понятно. Скажи, пожалуйста, а что вот делает стрит-арт искусством? Ну, это такой очень расширенный вопрос, что такое вообще искусство, если уж так посмотреть, и где оно начинается, и где заканчивается, и кто вообще, и где вообще, как говорится, куратор, или вообще мы можем э, решить, что это искусство. Но я думаю, что уличное искусство, если мы так опять конкретно пойдем, это то, что делается на улице, как говорится, или на каких-то уличных помещениях. И, во-первых, ну вот это по большому то, что делает уличное искусство уличным искусством. И к этому же могу присоединить, сказать, например, вот маленький простую вещь, человек взял какие-то цветы и сделал какую-то, я не знаю, стенку у себя за домом, и это выходит на улицу, и как-то там, я не знаю, что-то еще, какую-то декоративную вещь добавил, это тоже какое-то уличное искусство. Просто здесь уже какие-то идут, знаешь, обозначения, если это более Понятно, декоративно, или есть какие-то смыслы. понятно. А так, вернусь к твоему рассказу. Ты считаешь, ты думаешь, что наскальные рисунки в пещерах
это есть начало, да, Однозначно, стрит-арта. однозначно, однозначно, конечно. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще попал в это дело? С чего все началось для тебя? Ну, мне почему-то всегда, вот я не знаю почему, и уличное искусство очень нравилось. Я даже вот когда ходил, по, не знаю, в Тель-Авиве, и не только в Тель-Авиве, мне всегда очень привлекало смотреть на другие работы, которые на улице. И знаешь, я думаю, главная причина в том, что там нету кураторов, там нету, знаешь, каких-то там барьеров. Ты просто идешь и делаешь что ты хочешь сделать. Где ты понимаешь, что эта работа может остаться 2, 5, не знаю, даже и 10 лет, а может через день она исчезнет. Ты здесь берешь какой-то шанс. Но при этом очень много работ оставались. И я думаю, самое, вот, знаешь, такая была в том, что нету кураторов, нету никаких людей, которые решают, какая работа и где должна быть. Ты сам себе хозяин, ты сам делаешь то, что хочешь и где хочешь. Вот. Но при этом еще и, знаешь, есть какая-то интеракция с улицей. Это мне очень то, что очень мне привлекало и интересовало. Получается, в простой день твою работу могут увидеть и 10, и 20, 30 тысяч человек. У меня есть, например, пару работ, которые сделаны в Central Bus Тель-Авива, Тахана Мерказит. Вот. Ну там в среднем в день проходит около 10, 15, 20, а больше даже людей. И это интересно. Вот эта интеракция и вот сам момент, что нет кураторов, я думаю, вот эти две вещи меня начали привлекать. Оттуда я начал смотреть очень много работы всяких американских артистов, русских артистов, что тоже очень, кстати, отделяется и стилем, и где-то и идеями. Вот. Очень много смотрел, очень много интересовался этим. В какой-то момент я решил, я где-то думаю, 8 лет назад, попробовать сам. И напечатал какую-то работу. После работы, я помню, взял друга и как-то вот пошло-поехало. Ну вот, и я вот этим до сих пор занимаюсь. Оттуда какой-то прошел развиваемость у меня. Ну, как-то вот это было начало. Понятно. Вот ты сказал, что нет кураторов, то есть нету цензуры какой-то. Мгм. А, может быть, поэтому в обществе есть какое-то негативное отношение к стрит-арту. Я не говорю полностью у всего общества, но у определенной прослойки. Ну, конечно, это понятно. Здесь плюс еще, знаешь, надо взять такие вещи, то здесь, как тебе сказать, есть вопрос еще и где ты делаешь работы. Смотри, по большому, если мы возьмем, и это не, это вот были какие-то, где есть стрит-арт, там цены на дома повышаются. И это как бы я читал ни в одном, ни в двух местах, и многие страны специально, значит, дают артистам стенки, если хотят какой-то район его намного выше поднять, привозят туда, значит, стрит-артистов, которые начинают делать какие-то работы, значит, потом приходят люди, появляются бары, появляются и так далее, и там в конце получается, что цены и вообще, значит, левел самих вот этих районов повышается. Кстати, Флорентин это такой же пример, потому что Флорентин 15-20 лет назад это не было там места, где сегодня оно есть, кто оно есть сегодня, и не очень много людей туда хотело. И сам парадокс в том, что те артисты, которые там остаются делать эти работы, в конце не могут себе позволить оставаться там, и они переходят в какие-то другие такие не самые хорошие районы, скажем так. Эм, ну, в общем, если взять, это до сих пор, это как бы было как вандализм. Поэтому с этого это начиналось, и не каждый, знаешь, человек, который с утра встает и видит на своем заборе или на своей стенке какие-то там иероглифы или буквы, и будет рад. Я где-то этому понимаю. Но при этом, как говорится, процесс никогда не остановить. Поэтому как бы я могу понять тех, которые не очень им нравится. С другой стороны, я могу сказать, что когда я свои работы делал, я всегда как-то
к этому относился, где я делаю работы, на каких стенках, в каких местах. Знаешь, просто с того момента, с этого, что как-то какие-то, знаешь, отношения с этими людьми тоже не то, что не поменять, это, знаешь, как бы, чтобы не ссорились, что такое, просто как-то какое-то уважение, самоуважение на самом таком базовом уровне. Но, в общем, я могу понять людей, но при этом все равно стрит-арт, он как бы есть, будет, и это уже как бы факт. Понятно. Кстати, интересно, я не знал, что на улицах, где вот есть стрит-арт, квартиры подлетают в цене. Я думал, на самом деле наоборот. Но интересно, очень интересный парадокс такой. Да. А, да, скажи, пожалуйста, а чем рисуют вот стрит-арт? Что в себя включает сам стрит-арт? Какие стили есть, виды? Так Ну, немного раскрой. базовый, конечно, это значит фристайл. Это вот эти вот баллончики, с которыми мы вот в фильмах или в каких-то там роликах все встречались. Почему баллончики? Потому что краска очень быстро сохнет. И поэтому, как ты, может, знаешь, сделал и убежал, как говорится. Но опять же, с того времени, вот, знаешь, прошел какой-то процесс, и очень много сегодня каких-то там каких-то бизнес-мест или каких-то домов и и так далее заказывают работы. И там уже каждый работает как хочет. Так что я сказал, э, вот баллончики, это может быть простая краска, это может быть наклейки. Я, например, очень много работаю с наклейками. Я как бы беру работы, печатаю на очень тонкой бумаге, и их клею на стенки. При этом у меня есть как бы какие свои как-то проблемы, потому что мне нужны как бы такие очень гладкие стенки, не на всем это наклеивается. Это называется paste up, тоже какая-то техника. У тебя есть трафареты. Сейчас я вот работаю над работой трафарет. Значит, ты создаешь всю работу, разрезаешь именно то, что хочешь, и потом ее как бы переводишь на стенку. Опять же, или с баллончиками, или с красками. Эм, Могу сказать, что человек, который эту работу внес, как бы этот стиль, точнее, как бы сделал его очень знаменитый, это Бэнкси, наверное, самый знаменитый стрит-арт-артист с Англии. Вот он начал как-то очень, ну, он не начал, но он как бы внес этот стиль и сделал его еще такой знаменитый стиль. И, кстати, я могу сказать, что в начале стрит-артисты, и они не очень, да и до сих пор, я думаю, многие не очень уважают артистов, которые работают с трафаретами. Для них они как бы менее низкого уровня, они более низкого уровня, точнее, потому что им нужны какие-то там с чем-то помогать, чтобы делать работу, а про меня вообще уже не говорить, я только клею. Поэтому как бы здесь есть такие, знаешь, столкновения этих стилей, но при этом это три главные, к этому я еще могу добавить инсталляции. Инсталляции это очень такие уже стало тоже часть стрит-арта, и можно увидеть очень много инсталляций. И сейчас вот 7 октября вот то, что, к сожалению, случилось, после этого мы очень много видели инсталляций, и до сих пор мы видим, и которые посвящаются и войне, и хатуфим, которые не с нами. Поэтому инсталляции тоже как бы считаются эм, очень важная вещь, тоже часть стрит-арта, скажем так. Понятно. А вот есть граффити и есть стрит-арт. Вот в чем отличие между граффити и стрит-арт? Ну вот то, что я с чего и начал. Граффити это по большому самая главная, значит, цель граффити-артиста это обозначить свою территорию. И они по большому используют буквы или какие-то свои, значит, у каждого свое уличное имя, и они его должны обозначить чем больше, и знаешь, еще можно добавить еще такую вещь, чтобы было очень опасно. Ты можешь увидеть какую-то там букву на 50-м этаже или на каких-то там поездах, и, кстати, очень многие из них и умирают, всякие несчастные случаи происходят. При этом, если мы добавим к этому стиль,
то они делают это очень красиво. Как бы есть такие, которые ты просто видишь, знаешь, вот на стенках какие-то буковки, думаешь, окей. А вот есть, которые делают это на очень-очень высоком уровне. И, кстати, америкосы здесь, они показывают стиль и показывают очень таким, очень хороший стиль. Вот это граффити. Здесь главное, значит, обозначить свою территорию. Если это еще и знаешь, будет, как тебе сказать, опасно, или там на поездах очень много они это делают, на 15-м, 20-м, 30-м этаже, и на всяких местах это часть вот этого экшена. То есть это, грубо говоря, метит территорию, да? Да, да. Метить территорию, каждый через свой, вот, через свое имя уличное. Стрит-арт это уже как бы как это искусство. Это вот вместо того, чтобы я возьму и нарисую рисунок на канвасе или я не знаю на какой-то бумаге, я выхожу и рисую на стенке. Здесь уже есть очень много стилей, которые я сказал до этого, и каждый делает как хочет. Это может быть просто взять нарисовать кисточка, а можно поставить, я не знаю, какой-нибудь там унитаз посередине улицы, и это тоже как это как стрит-арт. Здесь уже очень много стилей, нету никакого, нет никаких лимитов. Каждый может делать то, что хочет. Понятно. А вот для чего нужен стрит-арт, по-твоему? Ну, я думаю, что стрит-арт нужен для того, чтобы был как еще один стиль, скажем так, через который люди, артисты могли говорить и не думая, если они могут быть, если их полюбят или нет. Значит, они делают эти работы на улице, потому что они хотят сделать, и они хотят какую-то интеракцию с улицей. Они не хотят это, чтобы у них осталось только, знаешь, вот у них или дома, или они должны искать какие-то там галереи, я не знаю, что-то, чтобы их купили или смотрели их на их работу. Здесь как бы есть очень большая интеракция с улицей, как я уже сказал, которая очень многим нравится. Большому у тебя посещаемость очень-очень большая. Вот. Это еще один стиль, где человек, значит, через этот стиль может как бы ну, как это, express himself, да, вот, объяснить сам себя, вот, и сделать это на публику, как говорится, в прямом том смысле, вот, поэтому это очень, ну, знаешь, и стрит-арт, он как бы здесь тоже такой парадокс, потому что очень много из этих артистов в конце они через улицу и возвращаются в галерее, как говорится, они делают вот такой, знаешь, вот такой вот путь, но стрит-арт как стрит-арт, я считаю, что он очень нужен, и если это хороший и качественный стрит-арт, то тем более. А его вообще можно экспонировать или он только вот на улице и все? То есть вот этот переход в галерею, он возможен? Ну, очень многие артисты его делали. Очень многие делали, делают и будут делать. Опять же, Бэнкси это один из них, который, я тебе могу сказать, что многие работы, которые он сделал, там уже стенки снимали потом и продавали чуть ли не Правда? стенки. Да, и такое было, и двери, и, конечно, очень многие артисты начинали с улицы и переходили, у тебя есть Бэнкси, у тебя есть Кейт Хиринг, и у тебя очень многие, которые начинали с улицы и и переходили в галереи и дальше работали в галереях. Вот я знаю, что очень часто проходят и фестивали стрит-арта. Вообще, кто и как организует их? Ну, здесь уже, как говорится, каждый, в каждом месте по-другому, но по большому это люди, которые понимают, что это люди, которые любят стрит-арт, это люди, которые, значит, знают многих артистов, и они понимают потенциал в нем. Я могу тебе сказать, вот, например, в Тель-Авиве вот уже сколько лет происходят поп-апы, где берут здания на два, там, знаешь, которые должны его потом как бы реставрацию ему делать, отдают его артистам, и те, значит, на 2-3 дня сидят, делают какие-то работы внутри, а потом у тебя посещаемость. Вот. И я тебе могу сказать, что в каждом из вот таких попов, что был, посещаемость была в 40 тысяч людей, 50 тысяч людей, 60 тысяч. И мы говорим за неделю. Понимаешь, вот. Не Э, всякая галерея может похвастаться таким. я думаю, да, и это люди, которые понимают потенциал стрит-арта, они понимают, насколько он силен. Я тебе могу сказать, что больше этого. Сегодня, опять же, вот мы возвращаемся, очень много стран, которые понимают силу в стрит-арте, они создают сами же какие-то фестивали,
берут каких-то кураторов, и вокруг этого они создают, знаешь, какие-то уже ивенты, где, ну, и это уже как и семейные, можно сказать, знаешь, вот даже так. А ты участвовал в таких фестивалях или нет? Ну, можно сказать, не как фестиваль, но да, я участвовал в таких проектах. Вот один из самых таких хайповых, который, наверное, был, это был поп-ап, он до сих пор происходит. Кстати, вот тебе еще один такой пример насчет как стрит-арт проходит, переходит какую-то, знаешь, вот такой вот процесс. Вот поп-ап, когда он начался, первый, что был, это было какое-то здание, которое должны потом были его разрушить. И люди оттуда, конечно, вытащили, дали нам это здание, и там мы 2-3 дня работали, а потом на еще 2-3 дня была посещаемость. И первый был, знаешь, такой очень удачливый, был там 10, 20, 30 тысяч человек. Через год сделали второй, уже там было на неделю, а потом на две. И знаешь, парадокс в том, что сегодня этот поп-ап его делают уже в отеле. Отеле, таком бутике, где уже не ломается. Вот тебе маленький вот пример, кстати, и насколько стрит-арт вот он этот прогресс делает. И там ты уже должен покупать билет, который, кстати, не очень такой дешев. При этом там уже и платят артистам деньги, которые участвуют в этом, я как сказал, и с другой стороны посещаемость очень большая, покупают билеты, и это уже такой, это уже очень большой ивент, который уже происходит каждый год. Вот тебе маленький вот просто такой пример. И да, я вот Я в этих... как раз, да. Я как раз хотел тебя спросить об каких-либо инструментах коммерциализации уличного искусства. Ты уже как бы раскрыл этот вопрос. Мгм. Скажи, пожалуйста, а каких художников вот ты бы выделил бы? Ну, я очень много смотрел за Бэнкси, когда я начал вообще, как бы еще в начале. Я считаю, что как бы я отложу политику секунду в сторонку, хотя у него политика и работа всегда шли вместе, но я считаю, что он гений в том и в работах своих, и как он мог на этом хайп делать, и как он их толкал, эти работы. Опять же, это, если уж так вникнуть, это не только он, но давай оставим. Обей тоже американский э, стрит-артист. В России это я очень много смотрел за, если не ошибаюсь, его зовут Паша 183 или что-то такое. Он, к сожалению, пару лет назад скончался. У него тоже очень сильный стрит-арт работы. И, кстати, у него очень много было инсталляций насчет того, что мы говорим. Вот, если вы вот кто-то не знает, я очень советую, чтобы посмотреть на его работы, потому что вот эти вот артисты меня очень привлекли в самом начале, но кроме этого я как-то вот все время в общем, знаешь, как-то так вот присмотрю, знаешь, вот в социальных сетях какие-то там работы все время выскакивают, как-то у тебя это все время на плаву. Но вот эти троих я как-то очень много смотрел и до сих пор так смотрю, что у них новое есть. Кстати, ну это лично мое, я нахожу вот в твоих работах какой-то не то что схожесть, какой-то параллель с работами загадочного Бэнкси. Кстати, а в чем вот его феномен? Можешь так в двух словах сказать? Конечно, ну да, насчет этого я тоже слышал. Эм, я думаю, что феномен в том, что он знал, как это преподнести, и при этом сделать на это хорошим хайп. Он не просто делал какие-то работы, а он знал, какие темы затрагивать и как это преподносить. Вот это, знаешь, многие артисты, думая, что вот я знаю, что вот я вот буду только рисовать, или я не знаю, но это там не заканчивается, тем более сегодня, что социальные сети и вообще весь маркетинг это большой часть. И он это умел и умеет до сих пор отлично делать. И я и думаю, в этом его секрет. Он знал, он и знает, как, знаешь, на какие кнопки надо нажимать, чтобы вытащить максимальный эффект. Опять же, темы, которые он затрагивал, места, где он это делал, как делал, сама загадочность, это тоже какой-то такой, знаешь, элемент, который всем очень интересно, кто это такой.
Есть люди, которые говорят, что это overrated, как говорится, и не больше, чем это, что он перехайпованный и так далее, и так далее. Есть люди, наоборот, которые говорят, что он гений. Но знаешь, как говорится, самое главное, что говорят. И Да. факт остается фактом, он уже сколько лет, 10, если не больше, может 15, я так не помню, делает работы, и опять же он начал с самых простых трафаретов, и у него вот недавно у него был этот отель, который он в нем дизайн сделал, и много очень инсталляций очень интересных, и работы которого, знаешь, стенки сносят, чтобы их продать. Поэтому вот все это вместе. Понятно. А как ты думаешь, какое вообще будущее ждет уличное искусство? Ну, это да, это хороший вопрос. Я думаю, что уличное искусство, оно будет переходить такой же трансформацию, как и остальное искусство, потому что это параллельно с уличным искусством у тебя искусственный интеллект очень сильно поднимается, и сегодня уже как-то не очень хочется выходить на улицу, и как-то есть какие-то новые инструменты, которые ты хочешь изучить и использовать. Я думаю, что оно как-то пойдет вместе вот с этой с искусственным интеллектом. Это вот мой такой какой-то, это знаешь, работы, которые будут на стенке, и ты можешь там через телефон как-то увидеть еще какой-то второй, третий лейер. Это вот мое мнение, оно будет, но оно будет как-то более по-другому. Мне кажется, оно даже будет более декоративным. Это мое такое мнение. Понятно. Спасибо, Рубикджан, за очень интересный рассказ. Ты для меня лично открыл очень много интересного в этом виде искусства. Друзья, вам я напоминаю подписываться на наш канал, ставить лайки, ну и, конечно же, комментировать. Спасибо, Рубджан. Спасибо, Встретимся еще. спасибо тебе, Давид, было очень интересно. Вот, и надеюсь, после этого интервью больше людей так будут смотреть на стенки на улицах и как-то больше Я тоже думаю.